Появление Варвары на российской сцене знаменует новую эру в развитии российской индустрии популярной музыки. Песни, которые она поет, существуют вне традиционных форматов, потому что ее музыка – это тонкий сплав чуть ли не всех мировых музыкальных традиций. Пик популярности певицы приходится на начало 2000-х, но и сейчас не перестают звучать композиции, принадлежащие ей. Иногда Варвара пропадает из поля зрения поклонников, и это неудивительно, потому что жить она предпочитает не в столице, а вдали от нее. Где и с кем живет наша героиня, как ее настоящее имя, узнаем прямо сейчас. Биография знаменитости началась 30 июля 1973 года в подмосковной Балашихе. Ее настоящее имя – Елена, при рождении она получила фамилию Тутанова. То, что в семье растет артистка, было понятно еще когда Лена была ребенком. Она любила устраивать концерты для родных, а в 4 года впервые села за фортепиано. Родители поддерживали начинание наследницы, отдали ее в музыкальную школу. А под влиянием дедушки Елена освоила аккордеон, казавшийся девочке слишком тяжелым. В детстве певица думала, что навыки игры на инструменте ей не пригодятся, как и занятия по степу, на которых настояла мама. Но в будущем это помогло внести разнообразие в сценические выступления. В старших классах школы будущая певица мечтала стать модельером. Она неплохо шила и даже задумывалась о поступлении в Институт легкой промышленности. Но планам не суждено было сбыться. Однажды, проходя мимо зала в местном доме культуры, девушка остановилась, чтобы послушать репетицию инди-рок-ансамбля. Дальнейшее развитие событий было комичным. Дверь открылась, и девушка буквально ввалилась в комнату. Но прозорливые ребята не стали смеяться. Они инстинктивно почувствовали, что за этим порывом стоит нечто серьезное, и устроили Варваре моментальное прослушивание. На следующий день она не поехала в институт на курсы, а отправилась на репетицию с ансамблем. Несколько дней спустя группа единогласно решила, что у Варвары налицо индивидуальный, сильный голос, и с этим надо что-то делать. За месяц до начала вступительных экзаменов в вузы вместе с преподавательницей хора в том же ДК Варвара подготовила мини-программу и поступила в Гнесинское училище с конкурсом 12 человек на место по результатам первого же тура. Таким успехом Варвара была обязана своему педагогу-режиссеру Матвею Ашировскому, с первого взгляда увидевшему в ней незаурядную творческую личность. Этому человеку, который некогда прославился скандальной постановкой трехгрошовой оперы в Одессе, она обязана прозвищем «Верста Коломенская». Так профессор называл Варвару, когда был особенно ею недоволен. Несмотря на то, что отношения с педагогом складывались тяжело, он неоднократно выгонял артистку и даже швырялся в нее ботинками, Варвара неизменно возвращалась и упорно продолжала учиться у эксцентричного гения. На последнем курсе Гнесинки ссоры с педагогами стали постоянными. Девушку пытались убедить, что по ней плачет оперетта, а Варвара объясняла, что согласна только на свободный полет. И после окончания училища, отбросив в сторону все предрассудки, пошла петь в кабак. Первое же выступление обернулось катастрофой. Из микрофона полились какие-то неравномерные всхлипы. Я подумала, нафиг я вообще что-то заканчивала. Но уже через несколько месяцев я научилась избавляться от приобретенного синдрома купольного пения, свойственного всем классическим певцам. Голос стал гибче, и я вошла в раж, делилась исполнительница. Еще через некоторое время Варвара неожиданно оказалась в составе труппы Государственного театра эстрадных представлений, возглавляемого мэтром отечественной сцены Львом Лещенко. Одновременно певица закончила ГИТИС по специальности артист эстрады. В течение нескольких лет она неустанно гастролирует с театром в качестве солистки и исполняет классику советской эстрады. Доходило до того, что во время тура по городам США Варвара часто просыпалась среди ночи и ходила по комнате как лунатик, повторяя песни из программы. Зато именно тогда у нее появилась возможность в рамках больших концертов театра исполнять собственные песни. Вскоре Варваре в театре стало тесно, и она пустилась в свободный полет. В качестве псевдонима Елена выбрала звучное русское имя Варвара, так звали ее бабушку. Путь в качестве самостоятельной вокалистки начался успешно. В 2000-м исполнительница взялась за запись дебютного альбома. Авторами большинства песен стали молодые творцы, чьи имена были неизвестны слушателям. В записи диска участвовали музыканты, объединенные в группу, которая получила название «Варвара». Самобытная певица состоялась как жена и многодетная мать. Правда, личная жизнь Варвары сложилась не сразу. Еще будучи студенткой, Елена вышла замуж. О своем супруге она не рассказывает. Даже имя первого избранника не разглашается, но нам удалось разузнать, что им был некто Игорь Федосеев.
Ранний брак через 3 года обернулся болезненным разрывом, единственной радостью от которого остался малыш. Старшего сына Варвары от первого брака зовут Ярославом. После развода Елена уехала в Эмираты, чтобы заработать деньги для достойной жизни и продвижения своего творчества. После возвращения она быстро стала популярной. В 1999 году певица отправилась в круиз по Волге. Это путешествие для нее оказалось судьбоносным, потому что здесь она встретила Михаила Суссова. Сейчас он вице-президент компании мобильной связи МТС. Они не только познакомились, но и стали общаться, а уже через год создали семью. У Михаила, как и у артистки, за плечами уже были неудачные отношения, от которых остались 2 сына – Василий и Сергей. Певица взяла на себя заботу обо всех детях. Мальчишки были погодками, и они быстро подружились. Она никогда не делила детей на своих и чужих, всех любит одинаково. Вскоре певица родила возлюбленному дочь, которую назвали Варварой. У девочки было сразу 3 старших брата, 3 защитника. Варвара с Михаилом старались подавать детям хороший пример. Семейная жизнь не всегда простая, но когда есть любовь и уважение, то ничего не страшно, и важно быть счастливыми. К счастью, у певицы никогда не стоял выбор между семьей и музыкальной карьерой, но семья у нее всегда была на первом месте. Она никогда не лишала себя женских семейных радостей. Никого ближе мужа и детей у нее нет. Варвара-младшая росла как настоящая принцесса, в обстановке обожания, ведь вся семейная атмосфера пропитана положительными эмоциями, которыми с лихвой черпала девочка. Так как она единственная дочь, Варюша немало избалована, но в хорошем смысле этого слова. Свою будущую профессию девушка уже выбрала, решила продолжить материнское дело и серьезно занимается вокалом. Дочь артистки Варвара уже вышла замуж, ее мужем стал одноклассник Алексей. Старший сын Варвары Ярослав получил политологическое образование в МГУ, позже степень MBA в области менеджмента и маркетинга, окончил Академию журналистики «Коммерсант» и стажировался по этому направлению. Сейчас он независимый пиар-консультант, официально представляющий компанию «Автонет». Параллельно с этим Ярослав Федосеев работает колумнистом в известном издании и развивает собственный телеграм-канал, связанный с актуальными вопросами пиара. Ярослав также уже создал собственную семью и живет отдельно от родителей в личной квартире в Сколково. Его избранницу зовут София, юрист по образованию, копирайтер ВТБ по профессии. Уже более 10 лет, как Ярослав и София подарили нашей героине новый статус, родив деток, сына и дочь, внуков певицы. Когда Варвара только познакомилась с мужем, он сразу показал ей любимые места в Тверской области. Потом приезжали в эти края с сыновьями, ночевали в палатках или в домике бывшего директора совхоза. Его хозяин Николай за годы стал близким другом семьи. А потом решили построиться. Купили большой участок на пригорке, на берегу озера. Причем максимально сохранили естественный ландшафт. Оставили ручьи, только перекинули через них мостки. Огромную лужу превратили в пруд и запустили карпов. Сейчас супруги Суссовы большую часть времени проводят в загородном доме, который находится в 500 километрах от Москвы в Тверской области. Когда они проектировали здание, думали, что 700 метров площади им хватит. Но скоро поняли, что для большой семьи и для многочисленных друзей дом маловат. Только для всевозможной всепогодной экипировки и снастей для рыбалки им потребовалась не одна комната. Пришлось сделать пристройки. Там у них собственное хозяйство – гуси, куры и коровы. Зимой семья рыбачит, катается на коньках и лыжах. В свободное время певица любит поработать в огороде. Они выращивают для себя овощи и фрукты. Варваре сейчас 49 лет. Она не только успешная певица, но и необычайно красивая женщина. Самое главное – гармония с собой. Можно быть красоткой с отточенной фигурой, но не выглядеть привлекательно. Если сам себя не любишь, недоволен собой, ничего не поможет. Секрет истинной красоты во внутренней гармонии, любви к себе. Тогда ты излучаешь свет, глаза горят. И именно этот свет привлекает людей, считает Варвара.